Обращение к прошлому, несомненно, полезно. Благодаря одним воспоминаниям мы можем снова пережить приятные эмоции, благодаря другим изучить свои ошибки и сделать выводы. Но всегда есть риск застрять в прожитых событиях. Почему это происходит? Как отпустить прошлое и начать жить настоящим? Единственное время, в котором человек может находиться физически, что-либо делать, менять или меняться, решать, выбирать, это настоящее. И буквально за каждую секунду оно становится прошлым. Прошлое – это там и тогда. Настоящее – это здесь и сейчас. Наверное, у всех нас были периоды в жизни, когда мысли застревали где-то в прошлом, и от этого буквально сложно было избавиться. Конечно, когда внимание больше внутри, в каких-то переживаниях, вместо того, чтобы присутствовать в настоящем, мы погружаемся в допереживание уже прошедших событий, гоняя их в голове по кругу изо дня в день. При этом в психологическом процессе человек может испытывать грусть, печаль, сожаление, чувство пустоты, обиду или чувство вины, а также тревогу и стресс. Может чувствовать собственную изоляцию от внешнего мира и даже симптомы ПТСР, как следствие перенесенной психологической травмы. Конечно, это не всегда плохо и даже порой полезно, ведь такой процесс позволяет нам осознать себя. Но важно управлять своим вниманием и не застревать там надолго. Знать, когда следует простить обиду и отпустить прошлое. Как вы думаете, почему мы застреваем в прошлом? Что этому способствует? Психологи выделяют 3 основные причины. Итак, первая из них – это что-то осталось незаконченным. То есть на физическом уровне это завершилось, но на чувственно-эмоциональном – нет. Часто такое бывает при утрате близких, при расставании с любимым человеком, даже после увольнения с работы. Вторая причина – это когда было утрачено нечто ценное. Ценным может быть то, во что человек вкладывал свои эмоциональные инвестиции, или то, что являлось для него сильной внешней опорой. К примеру, значимые люди, бизнес, имущество. Человек своим вниманием возвращается в прошлое за теми ощущениями, которых уже нет в настоящем, чтобы заполнить возникшую пустоту. В таких ситуациях мы говорим, что человек живет прошлым. А пустота – это всегда про чувства, которые вытеснили. Теряя что-то ценное, нам свойственно вытеснять свои чувства, чтобы уменьшить и подавить возникшую боль. Так и возникает та самая пустота, с которой человек живет уже в настоящем. Но третья причина – с событием в прошлом может быть связаны тяжелые эмоции. Чувство несправедливости, обида, вина – все, что вызывает у человека внутренний конфликт, а также перенесенные психологические травмы. Это является сильным психоэмоциональным процессом, ориентированным на прошлое. Что же нужно сделать, чтобы отпустить прошлое? Советы психолога. Самое полезное и конструктивное, будучи в настоящем, возвращаться в прошлое для того, чтобы его завершить, а не чтобы проживать его, лишая себя жизни в моменте. Завершая прошлое, человек становится свободным от того факта, что это было в его жизни. Тогда и происходит настоящее отпускание. К человеку приходит ощущение завершенности на чувственно-эмоциональном уровне. И причин вновь блуждать по просторам прошедшего времени не остается. Так как же отпустить прошлое? Определите, где ваше внимание зависает больше всего. Какие цели вы преследуете, зависая в этих эпизодах прошлого? В целях есть какие-то потребности, чувства, люди, места. Что ценного для вас там? Найдите то, что нуждается в признании, принятии, отпускании, прощении, раскаянии и завершении. Отреагируйте на возникшие чувства. Проговорите то, что не успели, не смогли тогда. В этом очень хорошо может помочь техника «Пустой стул». Посмотрите обязательно, как с этим работать, я оставлю ссылку на данный материал в описании. Переориентируйте свою жизнь из прошлого на настоящее через свое присутствие в реальности. Не убегайте от нее, не идите на конфликт с ней. Реорганизуйте свою жизнь в здесь и сейчас. В этом вам могут помочь практики осознанности. Ссылку на них я также оставлю в описании. Найдите что-то ценное сейчас, в данный момент в вашей жизни. Вспомните то, что вам нравится делать, что вас зажигает, что доставляет вам удовольствие. Просто начните заниматься этим вновь. Возможно, вам нравится рисовать, возможно, вам нравится посещать какие-то выставки, театры, ходить в кино, заниматься каким-то конкретным видом спорта.
Просто позвольте этому вновь вернуться в вашу жизнь. Заземлитесь. Чувство опоры под ногами лучше всего возвращает человека в настоящее. Походите босиком по зеленой травке или земле в теплое время года. Особые смельчаки могут попробовать гвоздистояние, если нет противопоказаний. Постройте краткосрочные цели. Это должно быть то, что реально исполнимо, что находится в большей мере в зоне вашего контроля или просто приносящее удовольствие. Распишите себе план действий по каждой цели. То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами, говорил Конфуций. Эта цитата заключает в себя ответ на вопрос, как забыть прошлое. Жить настоящим значит стать спокойным в отношении прошлого, присутствовать и управлять своим настоящим, которое является проекцией вашего будущего.